Всем привет! Хочу поблагодарить, кто подписался на мой канал. И сегодня я предлагаю вам приготовить грудинку. Конечно, было непросто найти в наших магазинах такой кусочек, но мы смогли. Также я предлагаю приготовить яблочный чатни, потому что классическая подача свинины это свинина с яблоками. Так как чатни готовится дольше, мы начнем с приготовления чатни. Для чатни нам понадобится яблоки, острый перец, лимон, чеснок, 1 луковица, вода, сливочное масло, имбирь. Я уже его почистила. И приправы. Итак, какие приправы я добавляю? Карри 2 чайные ложки. Все остальное по 1 чайной ложке. Это куркума, пажитник, чеснок сушеный, паприка острая, черный перец и кориандр. Итак, для начала нам надо помыть и почистить и яблоки. Яблоки мы счищаем сердцевину, но не трогаем кожуру. И режем, ну, пусть будет кубиками, в принципе, в произвольном порядке. Итак, начинаем. Так, мы почистили все овощи. Обратите внимание, как я почистила перец. Я убрала все семечки. Так, включаем кастрюлю, желательно с толстым дном, ставим на газ и туда опускаем кусок масла. Пусть он плавится. А мы тем временем порежем лук достаточно мелко. Так, масло у нас разогрелось, и мы начинаем опускать лук порезанный. Лучок у нас порезан не крупно, и это важно. А вот яблоки можно будет резать, ну, в любом порядке. Так, лук. И мы сразу приступаем порезать перец. Потому что как только лучок возьмется, прихватится, мы сразу добавим перчик. Так, лучок, смотрите, золотистый, и я добавляю острый перец. Так, а в это время я натираю имбирь. Так, теперь опускаем имбирь. Так, и быстро начинаем нарезать и яблоки. Яблоки режем, как вам удобно. И добавляем яблоки. Мы засыпали все яблоки. Так, теперь
нам надо добавить чуть-чуть воды. Я добавлю, наверное, половину от этого. Если не будет хватать, я добавлю лучше еще потом. Так, закрываем крышкой, и это готовится час-полтора на очень медленном огне. Теперь нам беремся за бачок. Этот рецепт я увидела по телевизору, показывали австралийское кулинарное шоу. И там довольно часто готовили таким образом. Итак, что нам надо? Собственно, бачок, соль, приправа к мясу и вода. Начинаем готовить. Для начала мы помоем, обсушим. Самое важное – хорошо помыть шкуру, потому что шкура здесь играет чуть ли не центральную такую часть. Так, обсушиваем. Так, теперь берем фольги. Форму. Так, теперь мы берем наш бачок и делаем шкурой сверху. И шкуру также мы обработаем маслом. Сейчас, подождите. Так, маслом. Так. Теперь берем солью и прямо натираем. Сверху нанесите также вот таким же образом любые приправы, которые вам нравятся. Любые. Можете не наносить, можете не использовать, как вам нравится. Я буду использовать самые банальные приправы, которые продаются в магазине и называются к мясу. По-польски называется к мясу. И теперь мы берем воду, и нам надо воды налить до нашей шкурочки. Так, наливаем, не боимся. Вот таким вот образом. Теперь духовку мы ставим на самую максимальную температуру, на самый максимум. И отправляем туда на 40 минут. Если у нас вода быстро выпарится, мы воду добавим. Так, проверим наш чатни. Помешаем.
Какой аромат. Вот этот сливочный, яблочный, перец и лук, это что-то волшебное. Ждем 40 минут, следим за духовкой, следим за нашим чатни, а пока можно попить кофе. Так, прошло 40 минут, выключаем нашу духовку. Так, раз. Вот так. И достаем нашу грудинку. Так. Вот такая вот получилась. Идея в том, чтобы шкурочка была как чипсы. Она прожаривается, и на вот ощущение будет такая хрустящая. Мы сейчас достанем, переложим в блюдо и будем ждать наши чатни. Давайте проверим, что с чатни. Чатни вот таким образом. Я думаю, что еще полчаса будет готовиться. Минут за 15 до окончания я добавлю чеснок, приправы и лимонный сок. И соль, конечно же. Вот. Так, а пока мы будем перекладывать в тарелку нашу грудину. Так, это надо... Такую грудинку можно подавать как в горячем виде, так и в холодном. В принципе, можно добавить любой соус, но мне больше всего нравится, конечно же, с яблочным острым чатни. Итак, ждем, когда будет готова чатни. Выдавим сок из одного лимона. Вообще многие хозяйки делают у нас чатни на неделю, на месяц, там консервируют чатни. Ну, я такое не люблю. Я считаю, что чатни должен быть свежий. Ну, максимум завтра. Но не должен он храниться бесконечно много. Все-таки соусы должны быть свежие. Так, выжимаем. Так. Так, это нам не надо. Семечки нам тоже не надо. Так, ну что, открываем нашу кастрюлю. Чатни должен стать таким пастообразным. Вот. И то, что там кусочки, ничего страшного. Так, смотрите. Так, добавляю лимон, добавляю специи. Так, чеснок.
Много чеснока я тоже не люблю, потому что чеснок это очень сильная такая специя, которая может перебить все вкусы. Так, и, конечно же, солим. Вот в таком образе чатни должно потомиться, ну, минут 10, не больше. Какой аромат, да? Прямо слюни побежали. Ну, запах очень богатый. Так, 10 минут и будем сервировать тарелку. Ну что, дорогие и уважаемые мои зрители, так, отключаем, смотрим, что у нас получилось. По-моему, прекрасный чатни. Так. Перекладываем в баночку. У меня, смотрите, какая красивая баночка. Как раз вот для таких шикарных соусов. Так. Вот такой у нас соус получился. Теперь я предлагаю вам отрезать кусочек моего шедеврального мяска. Так, я вам покажу, как это будет. Слышите, как хрустит? Это волшебная корочка. Корочка здесь, она как чипсы получается. Так, раз. И делаем таким вот образом соус. Вуаля! Ужин готов. Приятного аппетита. Обязательно попробуйте этот рецепт, и вы не разочаруетесь. Смотрите меня, подписывайтесь. Жду от вас лайков, комментариев. И жду, присылайте мне, пожалуйста, ваши рецепты. И мы вместе сможем приготовить это на моей кухне, чтобы понять, насколько вкусный рецепт и насколько он удачный. Всем пока!